Всем привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club. У нас с вами необычное летнее видео, потому что летом мы с вами отдыхаем, много путешествуем, и в этом видео будет частичка моего путешествия. Но сначала я схожу за посылкой из города Гжель, а пока я иду, посмотрите видео о том, как я ездила в Гжель, что я там делала и зачем я сейчас иду забирать какую-то посылку. Гжель находится совсем недалеко от Москвы. Ехать недолго, но главное не проехать, потому что городок действительно небольшой. Однако известен он на весь мир благодаря своему неповторимому дизайну, который узнают с первого взгляда. Этот бело-синий стиль не просто роспись, а сложная ручная работа, где каждый этап требует мастерства. И именно ради этого мы и приехали в Гжель посмотреть на то, как создаются эти шедевры. Все начинается с особой белой глины, которую веками добывают в этих местах. Из нее делают шликер, такую жидкую фарфоровую массу, которую заливают в гипсовые формы. Так рождаются будущие чайники, вазы и статуэтки. После сушки заготовки отправляют в печь на первый обжиг. На этом этапе изделия становятся прочными, но пока выглядит как просто белое белье без главного узора. Самое интересное начинается на росписи. И здесь есть удивительный секрет, который вот для меня лично был просто шоком. Рисунок наносят не синей, а черной краской. Это окись кобальта. Главный прием – знаменитый гжельский мазок. Мастер набирает краску на одну сторону кисти и одним движением создает плавный переход от темно-синего к небесно-голубому. В одном мазке целая гамма оттенков. Чаще всего изображают цветы, птиц или какие-либо сюжетные сценки. Но самый узнаваемый символ – это гжельская роза. После росписи изделия покрывают глазурью и отправляют на второй обжиг, уже при температуре почти 1400 градусов. Именно в этот момент происходит чудо. Черный кобальт превращается в яркий синий, а глазурь застывает прозрачным блестящим слоем. Так именно рождаются фарфоровые сувениры, полностью вручную, без станков и конвейеров. Каждая вещь уникальна. И именно поэтому Гжель – это не просто посуда, а настоящее искусство, настоящий символ. И именно поэтому мы и приехали в Гжель посмотреть на то, как это создается. И даже попробовали сделать что-то сами. Ну что, я уже забрала свою посылку. Смотрите, какая-то она большая. И на ней написано что-то очень хрупкое. Мне очень интересно посмотреть, что там. Ждите, смотрите со мной. Ну что, пришло время распаковки. Итак, хрупкое, осторожно. Будем осторожны, аккуратны, максимально. Запаковали, конечно, знатно. Первое что-то, первое. И что-то второе. Думаю, что это чашка. Вот так это выглядит. А вот что у меня получилось. Слушайте, какая красота! И я все это рисовала сама. Ну, чем не художник? Вообще красота. Это еще не все. Тут есть еще. По форме похоже на тарелку.
Упакованы они, конечно, очень хорошо. А вот она, тарелочка. Мне кажется, что на кружке более такие яркие цвета, чем на тарелке. Не знаю, с чем это связано, но вот так вот в идеале это будет вот так вот смотреться. Все равно красиво, согласитесь? Хотя можно было и ярче цвета. Но мне теперь есть с чем пить чай. Спасибо, что смотрели это видео. Оставайтесь с нами. Давайте дружить, общаться в социальных сетях и продолжать узнавать что-то о русском языке, о русской культуре и путешествовать вместе по России. Пока-пока. До скорой встречи.